Сегодня Земля вновь оказалась во власти хаоса. Стихия не щадит никого, разрушены дома, смыты дороги, люди в панике. Мы собрали все главные события последнего дня. Приветствую вас, друзья! Вы на канале «Горизонт событий». В Дагестане объявлен режим повышенной готовности в городе Избербаши и 9 районах республики из-за экстремальных погодных условий. Обильные ливни, грозы, град и сильный ветер до 20 метров в секунду, начавшиеся 10 августа, вызвали серьезное разрушение и подтопление в регионе. Сильно пострадала Махачкала, где улицы превратились в бурные реки, а движение транспорта оказалось практически парализовано. В поселке временные потоки воды смыли грунт с дорог, сделав их непроходимыми. В Гунипском районе выпал град, повредивший автомобили и инфраструктуру. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Унцукульском районе, где из-за ливней образовался гигантский водопад, а также сошли селевые потоки и произошли камнепады. 4 участка автодороги республиканского значения Махачкала, Буйнакск, Верхний Гунип, включая Гимринский тоннель, были перекрыты. Водителям рекомендовано использовать объезд через Левашинский район. Кроме того, 18 населенных пунктов в Унцукульском районе остались без электроэнергии. По данным Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, за несколько часов в регионе выпало более половины месячной нормы осадков, что усилило масштабы разрушений. МЧС Дагестана провело экстренное совещание, призвав муниципалитеты перевести силы и средства в режим повышенной готовности. На расчистку дорог в Унцукульском районе направлены 4 единицы техники и 8 человек. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Мощная гроза обрушилась на Улан-Удэ и ряд районов Бурятии. Сильный ветер и ливни вызвали перебои с электричеством и транспортным сообщением. В некоторых районах республики прошел град. В Бичурском районе оказались обесточены несколько сел. В пригороде Улан-Удэ, селе Верхняя Иволга, молния ударила в линию электропередач, что привело к сгоранию оборудования. Жители ряда районов Улан-Удэ, включая левобережье и юго-западную часть города, остались без света. В районе деревни Ашуркова на автодороге Байкал из-за схода селевого потока затруднено движение. Сегодня МЧС Бурятии и энергетики Бурятэнерго работают над восстановлением электроснабжения. Специалисты предполагают, что причиной отключений в некоторых районах стали удары молний в линии электропередач, как это произошло ранее на линии Горячинская-Усть-Баргузин. На данный момент энергоснабжение в ряде районов Улан-Удэ и сел Бичурского района не восстановлено полностью, работы продолжаются. Вчера в районе Сындырбе, провинции Балакисир, на западе Турции, произошло землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр землетрясения находился в 8 километрах от города Сындырбе, очаг залегал на глубине 10 километров. Толчки ощущались в течение 20-30 секунд как минимум в 10 районах на западе Турции, в том числе в Стамбуле, Измире, Манисе, Бурсе и других. За основным толчком последовали 20 афтершоков, 5 из них магнитудой выше 4. До полуночи 10 августа было зафиксировано 84 афтершока. После землетрясения экстренные службы приступили к обследованию территории. На данный момент зафиксировано обрушение как минимум 16 зданий. В результате землетрясения погиб 1 человек, еще 29 получили ранения. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган выступил с заявлением относительно землетрясения в Балакисире. Он подчеркнул, что все соответствующие ведомства мобилизованы и принимают необходимые меры для ликвидации последствий стихийного бедствия. Землетрясение вызвало панику среди населения. Многие граждане решили провести ночь вне домов, в парках и на открытых пространствах. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными эти катастрофические события,
поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях, что происходит в вашем регионе. В Селимджинском районе Амурской области объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями и подъемом уровня воды в реке Селимджа. В селах Февральская и Бысса оказались потоплены 51 приусадебный участок и 4 частных жилых дома. В селе Февральская вода залила дорожное полотно по улице Центральной на участке протяженностью до 500 метров с глубиной до 30 сантиметров, что сделало проезд возможным только на технике высокой проходимости. Также подтопило участок автодороги Введеновка-Февральская-Кемчан на 297-м километре. Власти организовали пункт временного размещения на базе местной школы, рассчитанный на 100 человек, но, как сообщается, жители отказались от эвакуации. Для ликвидации последствий паводка в Селимджинский район была направлена оперативная группа и аэромобильная группировка МЧС Амурской области. Сейчас уровень воды начал снижаться, но власти продолжают мониторинг ситуации. Как сообщают метеорологи, сильные осадки, вызвавшие подъем уровня воды в реке Селимджа, продолжат влиять на гидрологическую обстановку. Жителям рекомендовано избегать передвижения по подтопленным участкам дорог. Крупный град обрушился вчера на город Сокулка в Подляском воеводстве в Польше. По данным метеорологических служб, диаметр градин достигал 5-6 сантиметров, что привело к значительным повреждениям инфраструктуры и вызвало многочисленные обращения в экстренные службы. Сообщается о повреждении автомобилей, крыш домов, окон и сельскохозяйственных угодий. Сильный ветер и ливни привели к подтоплениям на некоторых улицах и падению деревьев, которые заблокировали дороги. К 18 часам пожарные службы Подляского воеводства зафиксировали более 70 вызовов, связанных с устранением последствий шторма, включая откачку воды из подтопленных участков и уборку поваленных деревьев. Экстремальные осадки, обрушившиеся на Милуоки 9 августа, вызвали сильное наводнение в городе и прилегающих районах. По данным Национальной метеорологической службы, за короткий период выпало от 70 до 150 мм осадков, что привело к подтоплению улиц, подвалов и парковок. От наводнения пострадали также соседние города, такие как Уэст-Алис, Вауатоса, Минамонь-Фоллс, Джермантаун, Сидербург, Аканамуак и Хартфорд. Улицы Милуоки превратились в реки, что сделало передвижение транспорта практически невозможным. Из-за экстремальных погодных условий ярмарка штата Висконсин, одно из крупнейших ежегодных событий региона, была вынуждена закрыться раньше запланированного времени. Ситуация остается под контролем местных властей, но восстановление нормального функционирования города может занять время. Жителям рекомендовано избегать поездок и следить за распоряжениями местных властей. Сильные проливные дожди, обрушившиеся на Китакусю и другие районы префектуры Фукуока 10 августа, вызвали масштабное наводнение. По данным местных СМИ, экстремальные осадки продолжались в течение нескольких часов и привели к стремительному подъему уровня воды в реках и дренажных системах Китакусю. Улицы города превратились в бурные потоки, парализовав движение транспорта. Подтоплены жилые дома, подземные парковки и коммерческие объекты. Наводнение также вызвало перебои с электроснабжением в некоторых районах и затруднило работу общественного транспорта. Железнодорожные и автобусные маршруты в префектуре Фукуока были частично приостановлены. Местные власти объявили предупреждение о наводнениях и оползнях, призвав жителей низинных районов эвакуироваться в безопасные зоны. Пункты временного размещения открыты в школах и общественных центрах. Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение об экстремальных осадках, прогнозируя дальнейшее ухудшение ситуации в префектуре Фукуока. МЧС Японии и местные службы спасения мобилизованы для оказания помощи пострадавшим, ведется мониторинг состояния рек и дамб, чтобы предотвратить прорывы.
Пострадала от сильных осадков также префектура Ямагути, проливные дожди обрушились на Симоносеки и другие районы, вызвали серьезное наводнение, нарушившее нормальную жизнь в этом прибрежном городе. Экстремальные осадки, продолжавшиеся в течение дня, спровоцировали стремительный подъем уровня воды в реках и перегрузку дренажных систем Симоносеки. Улицы города, включая районы вблизи пролива Канмон, оказались под водой, что практически парализовало движение транспорта. В городе подтоплены жилые дома, подземные парковки и коммерческие объекты. Наводнение вызвало также перебои с электроснабжением в некоторых частях города. С перебоями работал и общественный транспорт. Из-за географического расположения Симоносеки, окруженного с 3 сторон океаном, и насыщения почвы влагой, власти предупредили о возможных оползнях в холмистых районах города. Также организован мониторинг состояния рек и дамб для предотвращения их прорыва. Спасательные команды помогают эвакуировать жителей из зон риска и оказывают помощь в устранении последствий подтоплений. Жителям рекомендуется избегать затопленных дорог, а также держаться подальше от склонов и холмов из-за риска их обрушения. Сильные проливные дожди, обрушившиеся на Чэнду и другие районы провинции Сычуань, спровоцировали масштабное наводнение, нарушившее жизнь в одном из крупнейших мегаполисов Китая. Интенсивные дожди вызвали стремительный подъем уровня воды в реках и перегрузку дренажных систем. Центральные районы города и пригороды оказались под водой, улицы превратились в бурные потоки. В городе наблюдается массовое подтопление жилых домов, торговых центров, подземных парковок и станций метро. Точные масштабы ущерба пока уточняются, но уже известно о значительных повреждениях городской инфраструктуры. Наводнение привело к перебоям в работе общественного транспорта, включая автобусы и метро. В аэропорту Чэнду-Шуанлю временно приостановлена часть рейсов. В некоторых районах города зафиксированы отключения электроэнергии. Власти организовали эвакуацию жителей из низинных районов, где существует риск подтоплений и оползней. Пункты временного размещения развернуты в школах, спортивных комплексах и других общественных зданиях. Национальный метеорологический центр Китая выпустил предупреждение желтого уровня для провинции Сычуань, отметив, что суточный объем осадков в некоторых районах может превышать 300 мм. Это серьезно повышает риск наводнений и оползней. Провинция Ганьсу на северо-западе Китая начинает приходить в себя после разрушительных наводнений и оползней, вызванных экстремальными ливнями. По последним данным, в результате стихии погибли не менее 15 человек, и еще 28 до сих пор числятся пропавшими. В результате наводнения и оползней повреждены и разрушены десятки домов, а также дороги. На одной из трасс обрушился мост. Спасательные работы в Ганьсу идут полным ходом. В уезд Юйчжун направлены 396 военнослужащих Народной вооруженной полиции Китая. Они уже эвакуировали свыше 9800 человек. Аварийные бригады расчищают завалы в жилых районах и восстанавливают инфраструктуру. С помощью поисковых собак ведется поиск пропавших. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить максимальные усилия для поиска и спасения пропавших, а также для эвакуации жителей из зон риска. Местные власти организовали пункты временного размещения для эвакуированных. Ведется оценка ущерба, который, по предварительным данным, может быть значительным из-за масштаба разрушений. По данным Министерства водных ресурсов Китая, по всей стране из берегов вышли не менее 41 реки, что стало самым сильным паводком с середины 20 века. Сотрудники МЧС Республики Крым вчера успешно локализовали природный пожар в Симферопольском районе. Пожар начался вблизи села Скворцово, расположенного в степной зоне Крыма, и распространился на площади 20 гектаров, охватив сухую траву и кустарники. Благодаря оперативным действиям спасателей и пожарных расчетов пожар был локализован. На данный момент угроза населенному пункту и жилым объектам отсутствует.
Спасатели также оперативно провели работы по созданию минерализованных полос, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня. В районе пожара продолжается проливка территории для исключения повторных возгораний. Сильные ливневые дожди обрушились на Энекен и другие районы департамента Боливар в Колумбии. Согласно данным метеорологических служб, в районе Энекена выпало значительное количество осадков, что привело к стремительному подъему уровня воды в местных реках и перегрузке систем водоотведения. Улицы Энекена оказались под водой, подтопило жилые дома, приусадебные участки и некоторые общественные объекты. В ряде районов возникли перебои с электроснабжением. Дороги, связывающие Энекен с соседними населенными пунктами, частично перекрыты из-за подтоплений и размытия грунта. В холмистых районах департамента Боливар сохраняется угроза оползней из-за перенасыщения почвы влагой. Местные власти мобилизовали все экстренные службы для устранения последствий наводнения. Вулкан Ключевской, расположенный в Усть-Камчатском муниципальном округе, утром 10 августа произвел очередной мощный выброс пепла на высоту до 10 тысяч метров над уровнем моря. Пепловый шлейф протянулся в северо-восточном направлении, в сторону Камчатского пролива и Берингового моря. На его пути находятся населенные пункты Усть-Камчатск и Круто-Берег-Хова, где произошло выпадение вулканического пепла. Если направление ветра изменится, пепел может затронуть также другие населенные пункты Усть-Камчатского муниципального округа. Вулкану присвоен красный код авиационной опасности, существует высокий риск для авиации из-за шлейфа пепла, который может повредить двигатели самолетов и ухудшить видимость. Авиакомпаниям рекомендовано корректировать маршруты, чтобы избегать зоны распространения пепла. И напоследок немного новостей из животного мира. На австралийском острове Рождества в Индийском океане началась ежегодная массовая миграция красных земляных крабов. Миллионы ярко-красных крабов выходят из лесов и движутся к океану для размножения. Все это происходит на территории национального парка, который занимает 60% острова. Миграция начинается с первыми дождями сезона, как правило в октябре или ноябре, но в 2025 году она произошла в августе из-за ранних осадков. Крабы, численность которых доходит до 100 миллионов, покидают свои норы в джунглях и движутся к побережью, покрывая дороги, тропы и даже здания. Самцы и самки крабов направляются к океану для спаривания, после чего самки откладывают до 100 тысяч яиц каждая, которые они выпускают в воду во время убывающей луны перед рассветом. Через месяц крошечные крабы возвращаются в джунгли. Для защиты крабов на время миграции перекрываются некоторые дороги, устанавливаются специальные крабовые мосты и заборы, чтобы направить их движение и минимизировать столкновения с транспортом. Миграция привлекает туристов со всего мира. Однако для сохранения популяции крабов, большинство из которых не выживают в море из-за хищников, таких как рыбы и китовые акулы, власти острова принимают меры, полностью закрывая целый ряд дорог. По данным администрации национального парка, точный график миграции зависит от фазы Луны, так как крабы синхронизируют спаривание с последней четвертью Луны. Ожидается, что пик миграции продлится несколько недель, а возвращение детенышей крабов в джунгли произойдет в сентябре. Это были события дня. Спасибо, что смотрите нас. Увидимся завтра, нам будет еще о чем вам рассказать.